Всем привет! Вы смотрите Indinity, дайджест независимой индустрии. Первая весенняя неделя вот-вот закончится, а я предлагаю вам вернуться в февраль, чтобы рассказать про 10 самых ярких новинок последнего месяца ушедшей зимы. Садитесь поудобнее, поехали! Проект Эпотион – стремительная, жесткая двумерная игра с красивой графикой и героическим сюжетом, основанным на древнегреческих мифах. Олимпийские боги оставили человечество, и без божественного благословения все погибает. Игроку нужно пойти на богов войной, забраться на гору Олимп, завладеть силой богов и не дать человечеству сгинуть. Arus Awakening – нарисованный от руки 2D-платформер, в котором мы путешествуем по сказочному миру в роли мистического существа, обладающего способностями телепортации и зарядки энергии. Создаваясь сперва на бумаге, игра сохранила весьма своеобразный шарм, заключающийся во внимании к деталям. Такую стилистику трудно с чем-то спутать, да и атмосфера игры становится воистину увлекательной. Hand of Fate – гибрид рогалика, экшен-РПГ и карточных игр на составление колоды. Карты определяют уровни подземелья, где предстоит действовать персонажу. Когда начинается бой, все собранные игроком карты предстают в виде трехмерных предметов, которыми можно распоряжаться прямо во время схватки. Боевая система напоминает микс из боевика и РПГ, заставляя грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами и приберегать важные силы на потом. При каждом новом прохождении мир и условия кампании генерируются по-новому. The Dear God – окончание раннего доступа проекта, рассказывающего о человеке, ведущем далеко не праведный образ жизни и по закону кармы наказанным за свои грехи перерождением в оленя. Почему в оленя? Потому что наш герой был охотником, и теперь, чтобы искупить свои ошибки, ему придется почувствовать на себе гнев загадочного бога оленя, примерив на себя обличие лесного зверя и пройдя через испытания в его жизни. Grow Home – сомнительно независимый проект с вертикальным геймплеем. Герой карабкается по стволу деревьев, прыгает по листьям и островам, цепляется за выступы. А особую ценность для робота представляют кристаллы, спрятанные в секретных местах. Они улучшают характеристики героя. Игровой мир генерируется процедурно, а анимация рассчитывается в реальном времени в соответствии с законами физики и действиями игрока. Castle in the Darkness – сложный аркадный ролевой 8-битный ретро-платформер в стиле Castlevania и Metroid. Игру делал Madcap, ведущий художник The Binding of Isaac Rebirth. Коварный колдун похитил вашу любимую принцессу, и вы бросаетесь ее спасать. Вас ждет более 100 видов оружия, 50 боссов, 100 различных врагов и потрясающее чиптюн музыкальное сопровождение. The Escapists – выход полной версии игры, которая предлагает игрокам окунуться в повседневную тюремную жизнь, и главная цель – побег. Для побега заключенным необходимо научиться создавать из безопасных на вид предметов полезные инструменты и даже оружие, а также знать, как применять их для реализации хитрых отвлекающих маневров. Секрет жизни за решеткой состоит в изучении тюремного распорядка дня и умении замечать благоприятные случаи. A Good Snowman is Hard to Build. Игра представляет собой нечто вроде бесконечной японской головоломки, цель которой передвигать ящики в определенном порядке. Здесь вам предстоит двигать снег, формируя из него шары для создания снеговика. Вас ожидает очаровательная графика, оригинальный саундтрек и головоломки от Алана Хейзельдена, одного из создателей Shokobon. Sunless Sea – полноценный релиз проекта, где вы будете управлять небольшим судном, вооруженным многочисленными пушками и храброй, но очень разношерстной командой. Вас будет ждать множество опасностей, но не стоит забывать и о капризной природе, и, конечно же, о вашей команде. У каждого из членов вашего экипажа есть своя собственная темная история, и принимая решения, вы должны оценивать все возможные последствия, пусть даже не самые очевидные, ведь вы капитан, и от каждого вашего решения зависит не только ваша судьба.
Oddworld New and Tasty – ремейк популярного аркадного платформера, выпущенного в 1997 году. Сюжет рассказывает о том, как Эйб, один из рабов на крупной фабрике, узнал о том, что его хозяин задумал переработать всех своих сотрудников в мясные закуски. Чтобы спастись самому и выручить товарищей, Эйбу придется бегать и прыгать по промышленным локациям и решать различные головоломки, основанные на логике и физике. На этом мой выпуск подходит к концу. Надеюсь, вы открыли для себя что-то новое. Не забываем ставить лайк и подписываться на канал, чтобы не упустить следующий выпуск. А с вами был Алексей Шавельев. До встречи!